Всем привет! Привет, YouTube. На этом канале мы рассказываем о том, как мы купили квартиру в Польше, как мы будем делать ремонт, в общем, все стадии этого процесса. И сегодня мы хотим рассказать про то, как мы создавали дизайн нашей будущей квартиры. Да. Я думаю, что начнем с того, что покажем общую планировку. Это то, что нам, скажем так, досталось от застройщика. Да, на самом деле мы сомневались насчет этой квартиры, потому что нам сразу показалось, что у нее очень неудачная планировка. И, в принципе, это так и есть. Можно увидеть, что узкая, длинная какая-то детская, довольно маленькая спальня, огромный коридор, узкий при этом, в котором ничего особо не разместишь. И были у нас сомнения, но потом мы решили, что стены можно менять по своему усмотрению. И поэтому мы решили, что перепланируем, и будет окей. Вот, поэтому работу с дизайнером мы начали с рассмотрения, обсуждения вариантов планировок. Сейчас Денис покажет, какие вообще у нас были варианты, что мы обсуждали. Да. Надеюсь, Томин храп не будет слышен на видео. Лично меня в базовой планировке больше всего смущал тоже коридор и размер ванной комнаты. То есть она очень небольшая, при этом коридор, он есть не только как бы в зоне гостиной, он еще вот заворачивает в сторону спальни. Получается огромная такая часть квартиры, которая как бы есть, но при этом никаким образом не используется. Напомню, что у нас всего лишь 60 квадратных метров, поэтому главной задачей было сохранить как можно больше полезной площади. Да, в общем, тут можно посмотреть на варианты, которые нам предлагал дизайнер. Вот, например, первый вариант смущает, что вот зона стола и стульев находится прямо в проходе. Дальше. Вот этот вариант, кстати, с островом, мне кажется, интересный. У нас сейчас есть остров, и это довольно удобно, да, в плане готовки. Но, опять же, тогда приходится телевизор выносить сюда и диван. И получается, опять же, кто-то может постоянно ходить, когда ты, например, сидишь, смотришь телевизор. То есть мне хотелось, чтобы зона отдыха была такой, как бы максимально уединенной, чтобы ты там мог реально отдыхать, и никто там не ходил. Этот вариант планировки на самом деле мне понравился, может быть, даже больше всех. Ам, Почему я смотрел в его сторону? Потому что мне нравится, что здесь есть большое расстояние от дивана до телевизора. Вот. Ну и сам по себе он выглядит необычно. Из нюансов в этой планировке, наверное, можно выделить то, что варочная панель находится рядом со столом посреди комнаты. Было опасение того, что, ну, насколько это будет вообще практично, потому что будет при готовке лететь все кругом, вот, при этом непонятно, как там вешать вытяжку. В общем, решили от этого варианта отказаться. Да, и тут, кстати, надо сказать еще, что в некоторых вариантах здесь просто шкафы в спальне. Вот здесь, например, в первом варианте их очень мало, как по мне, потому что у меня достаточно много вещей, плюс Денис. В этом варианте гардеробную мы уже рассматривали. Вообще у меня был какой-то пунктик, как может быть у многих женщин, по поводу гардеробной, и мы даже остановились на варианте с гардеробной, но потом от него отказались. В общем, сейчас про это расскажем. Был еще вот такой вариант. Это, кстати, наверное, вот уже ближе к тому, что мы оставили в итоге. Да, кстати, вот такой вариант был, с каким-то шкаф впритык к столу. Ну, не знаю, мне тоже показалось это не совсем удачным решением. Мне в этом варианте Мгм. планировки не понравилось то, что мы выделяем здесь коридор и гостиную комнату в две отдельных таких части. Получается, они никак между собой не соединены. Гостиная становится маленькой, при этом появляется большой коридор отдельный. В общем, теряем квадратные метры как будто. Вот эта планировка вообще такая как-то креативная достаточно, но, как по мне, опять же, здесь не хватает вот уединенности какой-то в зоне отдыха. То есть у тебя тут все смешалось, и кухня, и столовая, и зона с телевизором. В общем, по мне, это совсем неудачное решение, хотя выглядит, наверное, интересно. И опять же, здесь спальня, очень такой длинный шкаф, но у меня был вопрос, как им удобно пользоваться. То есть, на мой взгляд, между кроватью и шкафом очень маленькое расстояние, и это будет неудобно. Я просто работаю с одеждой, и там много снимаю, собираю какие-то образы, и для меня это было бы совсем неудобно. Вообще, одним из требований наших по перепланировке к дизайнеру было
был размер спальни. То есть мы хотели сделать спальню больше, и мне кажется, что вот в этой планировке, несмотря на то, что мы сделали спальню больше, как-то неудачно расположены шкафы и кровать, и получается, что большая спальня вроде бы не стала больше, да, при этом она отняла существенную часть от общей площади. Кстати, вообще, ну, стоит сказать, наверное, что у нас довольно сложная была задача для дизайнера, потому что у нас маленькая квартира, там 60, да, квадратов, наверное, даже чуть меньше. При этом мы хотели отдельную детскую, отдельную спальню просторную, много мест для хранения, то есть много шкафов. И еще важно, что мы хотели рабочее место, потому что мы оба работаем из дома, и если мы предполагаем, что у нас будет ребенок, и там рабочее место в маленькой комнате будет его, то нам нужно еще место, где можно будет удобно работать. С нормальным столом, с нормальным стулом, то есть там на кухне работать, допустим, мы не рассматриваем такой вариант. И вот в этом еще была загвоздка, поэтому, кстати, это решение придумал Денис, по-моему, да? Какое? Ну вот со столом за кроватью, а Да. не наш Но дизайнер. я не придумал, я на самом А, деле посмотрел это решение просто в Пинтересте. Увидел, да, где-то. Но вообще, когда он мне сразу сказал, что давай, типа, поставим, развернем кровать к окну, то есть поставим кровать спинкой к входу, и сзади еще поставим стол, я, типа, посмеялась и говорю, типа, что за безумие, какое-то сумасшествие. То есть я, допустим, не могла себе этого представить. Мне казалось, что как-то очень странно будет выглядеть. Но потом мне Денис показал картинку, как это примерно может быть, и мне, правда, это очень понравилось. И вот здесь можно на последняя планировка, она, по-моему, такая, на которой мы в итоге остановились. В общем, мы это все нарисовали и поняли, что это классно помогает решить наши задачи, Да. скажем так. Мне кажется, эта планировка прям один в один соответствует тому, что мы в конечном счете сделали. Единственная разница — это гардероб. То есть от гардероба мы отказались в пользу обычного шкафа. Мы думали сразу сделать как такой куб стеклянный, да, с какого-нибудь такого со стекла с цветом, чтобы не было ощущения какого-то тяжелого гардероба, да, чтобы он был такой как бы легкий, воздушный, не утяжелял комнату, не захламлял. Но тут уже возникали другие вопросы, что в таком гардеробе стеклянном всегда нужно поддерживать там какой-то классный порядок, не загромождать его, иначе это будет выглядеть некрасиво. И потом ну, смысл гардероба — это то, что ты можешь там как бы взаимодействовать удобно со своими вещами. У нас гардероб получался очень маленький. То есть получалось, ты как будто бы стоишь внутри шкафа и пытаешься там как-то вот так вот крутишься по своей оси и пытаешься там что-то выбрать, да, из своей Да. одежды. Ну, то есть для меня тогда это теряло всякий смысл. Дизайнеры чаще всего продают гардероб как какой-то элемент интерьера с функциональными преимуществами, но мне кажется, что это не совсем справедливо, особенно для маленькой комнаты, ну или для маленькой спальни. Вот как в нашем случае можно увидеть здесь, что вот эта левая как бы створка, да, она действительно добавляет немного объема, при этом мы теряем доступ к левой части основного шкафа и возводим посреди комнаты огромный как бы угол, который опять же сильно убавляет спальню в пространстве. Стоит еще, наверное, сказать про ванную. Нам предлагала дизайнер вот такое решение. Здесь, я так понимаю, что заход в душ был бы вот со стороны стиральной машины, да? И нас это немного смущало, что это как бы мокрая зона, и она будет, не будет никак закрыта, а иначе тут никак не получалось. И мне пришло вот такое гениальное решение в голову: отказаться от вот этой полки, перенести немного стену и как бы утопить душ немного, и за счет этого получить душ с нормальным входом, с закрытой дверцей, да, чтобы там ничего не брызгало. Вот. И в итоге мы на этом и остановились. Получилось вот такое планировочное решение. Вот это уже финальное, да? Да. Ну, это вот стены, да, то бишь как мы их перенесли. Как было, вот можно показать, и как стало. Мы сильно уменьшили детскую. Ну, нам показалось это приемлемым, потому что ребенок там до определенного возраста, он вообще не требует какого-то экстра пространства. И мы, в общем, решили тут вот так выиграть немного. Сделали побольше ванную и получили вообще большущую спальню, куда мы смогли добавить рабочее место.
Ну и мне больше всего нравится в этой планировке то, что у нас коридор мы функционально объединили вместе с гостиной комнатой, то есть у нас получилось такое большое единое пространство, и как будто бы небольшая гостиная выигрывает ну, в площади за счет вот этой части коридора, становится такой единой большой комнатой. Мы отказались от гардеробной и решили сделать шкаф. Еще один такой нюанс нашего проекта, про который, наверное, стоит сказать, потому что он такой вот впихнуть невпихуемое, как я называю, поэтому у нас много таких каких-то кастомных решений, и из-за этого вся мебель, которая вообще есть в квартире, она вся по индивидуальному заказу будет делаться, что, конечно, сильно удорожает проект, поэтому нужно про это помнить. Значит, закончив на этом, мы уже стали переходить к самой интересной, на мой взгляд, части, непосредственно дизайну. Для того, чтобы вообще дать понять дизайнеру, что нам нравится, что нам близко, мы скидывали много разных референсов, разных других проектов, интерьерных студий, и созванивались с ней, и она задавала нам разного рода вопросы, вот, что вам конкретно тут нравится, что тут не нравится. В общем, мы пытались ей объяснить свое видение прекрасного. Да, какие элементы вы считаете обязательными внутри интерьера, там, как вот Маша упоминала, например, рабочее место, там, не знаю, зона, где собака может поесть, там, остров, например, ну, в Мгм. общем, все, что придет в голову, то есть она записывала как основные элементы, и потом на основании этого уже предлагала какие-то решения. Да, я вспомню, что она нам еще анкету скидывала до этого, и в анкете там было много разных вопросов, там из разряда того, какая бытовая техника у вас будет, там даже каких размеров и так далее. В общем, мы отправили много разных референсов, тут, наверное, нет смысла все приводить, из этих референсов мы вывели какие-то основные моменты, основные решения, приемы, которые нам нравятся. Наверное, можно их вот так визуализировать и сказать, что мы хотели в своем проекте использовать декоративный шпон, хромированные какие-то детали. Нам нравился паркет, нравились светлые стены, нравилось дерево, нравились такие интерьеры живые с точки зрения вот их наполненности разными рисунками, какими-то паттернами, поэтому вот и камень нам нравился такой активный, да, с активным рисунком. А, Нравился нам еще вот этот стол. В целом яркие элементы, мне кажется, мы были за то, чтобы появились в квартире какие-то яркие пятна, стол там или шпон или что-то еще. Стол нам еще нравился тем, что это вот этот такой сейчас довольно модная тема, глянцевый МДФ, но в итоге мы от него решили, кстати, отказаться, потому что нам присылали даже образцы, и он царапается. То есть, может быть, какой-то журнальный столик или какая-то поверхность, которой ты пользуешься не так часто, из глянцевого МДФ, это окей, но стол, за которым ты завтракаешь, обедаешь и ужинаешь, особенно при наличии детей. В общем, мне кажется, это совсем дурная идея. И в итоге мы заменили столешницу на мраморную. Да, но и хуже всего еще в этом столе то, что он мало того, что он царапающийся, он еще и стоит, ну, практически тех же денег, если не сказать, что еще даже Мгм. дороже, чем столешница из натурального камня, которая все-таки будет смотреться, я надеюсь, дороже в интерьере. В общем, дизайнер забрала всю эту информацию, и дальше точнее, она стала создавать концепты, такие мудборды по каждой комнате. То есть, как мне показалось, концепция это еще не интерьер, но это как бы основные элементы, которые дизайнер показывает, ну, в наборе скриншотов, которые будут составлять ваш интерьер в будущем. Мы решили, наверное, что по комнате будет удобнее как-то показывать. То есть мы будем показывать концепцию, и потом будем показывать визуализацию уже готового интерьера, первую и финальную, потому что у нас еще было 3 правки, по-моему, Мгм. в договоре, и мы этими правками активно пользовались. В каких-то комнатах в большей степени, в каких-то в меньшей. Значит, начнем с вот входной группы, с коридора. Вот так выглядела концепция. Здесь мы можем посмотреть, как выглядело уже решение дизайнерское. В этой комнате, мне кажется, мы практически не вносили изменений. Основное изменение здесь внес Денис. Но у нас был везде паркет, и нам это не очень нравилось, потому что паркет это зона, где песок, где будет влага, это будет портить паркет.
Поэтому мы решили заменить на керамогранит. Да. Фактически, если у тебя при входе лежит паркет, решение для того, чтобы этот паркет не царапался, есть только одно: положить туда коврик, но как бы Тоже не очень коридор с эстетично. ковриком будет смотреться точно хуже, чем коридор, в котором будет лежать керамогранит в стык с паркетом. Поэтому мы выбрали второе решение для себя. Здесь мы больше ничего не меняли. И вот, кстати, тут можно посмотреть уже, как получилось с вот этим изменением, да, с керамогранитом при входе. Выглядит вот так. У нас очень важное было для Томы требование. Это был заказчик номер 3. Вот дизайнер тут задизайнила такой уголок для Томы. По-моему, получилось классно. Дальше мы, наверное, пойдем к гостиной и кухне. Мгм. Это общая зона. Вот так выглядел мудборд. Здесь, кстати, можно посмотреть цветовую палитру, которую для интерьера нам дизайнер подобрала. И Мне кажется, что с цветовой палитрой у нас даже никаких изменений не было. Мне кажется, мы сразу на нее согласились, и она ровно в таком виде была а, предложена. ну да, да-да-да, это все верно. Да, кстати, нам она понравилась, что она такая натуралистичная, при этом с какими-то цветовыми акцентами. Ну Да. да, ну вообще еще не очень понятно, как будет в финале, потому что вот тот же, например, цвет бордо, да, камень, натуральный мрамор, мы не знаем, какой будет слэп, то есть тут уже надо будет смотреть по факту. Может быть, он будет более там в красную отдавать сторону, и тогда нам придется чуть поменять другие материалы. В общем, все равно это примерная такая история, все это будет немного корректироваться. В общем, вот что получилось в итоге. Это первая визуализация, которую нам предложил дизайнер. И здесь у нас были правки. Соответственно, в гостиной, на кухне, точнее, мы тоже отказались от вот этого ребристого такого, что это, МДФ? Да. МДФ, да, мы решили просто сделать ровный, гладкий. Что еще мы меняли? Нам показался скучненьким вот этот шпон. Мы захотели повеселее. Да, он как будто бы мало чем отличается от МДФ, а мы Мгм. решили, что раз уж мы сколько-нибудь переплачиваем за этот шпон, то хочется, чтобы было явно видно, что это как бы дерево. Мгм. Да, мы, кстати, ну, решили использовать шпон из натурального дерева. Просто шпон есть разный, есть же и искусственный шпон. Вот, кстати, тоже интересный момент. Мы, правда, пока еще не заказали мебель, но почему-то мебельщики многие убеждают, что шпон деревянный это типа супер дорого, что это у вас там типа кухня там чуть ли не X3, хотя по факту мы нашли производителей этих шпонов, специально ездили, смотрели, какие есть варианты и спрашивали цены, и вот Денис может сказать, что Да. там удорожание совсем небольшое. Для сравнения, если я не ошибаюсь, квадратный метр крашеного МДФ стоит от 75 евро, ну, 75, скажем, плюс-минус такого неплохого качества. И квадратный метр шпона, ну, не самого дешевого, одного, будем так даже говорить, одного из самых дорогих, стоит где-то порядка 100 евро за квадратный метр. Это цены приведены как бы уже в готовом виде, с учетом всех обрезок, там, клейки, кромки, ну, наклеивания самого шпона и так далее. То есть разница на готовом уже изделии. Получается, ну, вот такая. Да, то есть не такая гигантская. И мы не поняли, почему. То есть, может быть, некоторые мебельщики просто не работают с ним, не привыкли, может быть, им это сложнее, может быть, это способ заработать как-то, не Мне показалось, знаю. что разница обусловлена тем, что большинство мебельщиков, они МДФ крашеный делают самостоятельно. То есть для них выгодно продавать вам крашеный МДФ, потому что в этих 75 евро, предположим, уже там 25-30% их наценки. Просто цифры из головы, да. А в шпоне, который стоит 100 евро от магазина, который эти шпоны производит, как бы они ничего не зарабатывают, поэтому они, вероятнее всего, сверху еще добавляют, опять же, свой процент, и таким образом уже получается шпон, который вроде бы как не сильно дороже МДФа, становится внезапно сильно дороже. Да, ну это наше предположение, как бы, поэтому если вдруг вы хотите использовать шпон деревянный, не бойтесь, это не какое-то там космически дорогое решение. Мы отказались от идеи потолка в цвет стен. Еще мы на стенах, кстати, хотим использовать декоративную штукатурку, нет, микроцемент это называется. В Но на самом общем, деле мы не определились до конца, это будет либо микроцемент, либо какое-то такое фактурное окрашивание, которое будет давать
эффект микроцемента, но главная идея в том, что мы хотим, чтобы на стене была какая-то небольшая фактура, чтобы это не была ровная стена, а чтобы в ней были какие-то вкрапления чего-то, при этом, чтобы это не было слишком ярко, как декоративная штукатурка, к которой мы все привыкли в больницах, да, потому Я не что знаю, что это за ну, не в больница с больницах, не знаю, в декоративной торговых центрах или штукатуркой. где-то ее часто используют, да, такая яркая декоративная штукатурка, которая прям видно, что она декоративная штукатурка. Мы хотим просто небольшую фактуру, для чего? Чтобы эти стены были как бы восстанавливаемы. То есть, если где-то какая-то царапина появлялась, чтобы ее можно было восстановить, потому что на стенах с ровным окрашиванием, мы это уже прошли, как бы любая точка, которая появляется, не знаю, любая царапина, ты от этого уже не избавишься никак. Даже если ты той же самой краской из той же банки подкрашиваешь, там сразу остается пятно. Это было, ну, главным фактором при выборе вот покрытия на стены. Да, но поскольку по потолку никто ходить не будет у нас, я надеюсь, мы решили на потолке сделать обычное окрашивание. Не знаю, почему-то мне не хотелось. У меня вообще по этой штукатурке было много каких-то сомнений. Мне хотелось просто гладкие стены. Поэтому мы такой компромиссный вариант нашли: стены сделать фактурными, а потолок обычным. От Ам, жалюзи мы еще отказались, Да, можно отказались, сказать, кстати, еще от в этой части жалюзи. комнаты. Хотя это, кстати, было не предложение дизайнера, а наше. Почему-то нам хотелось деревянные жалюзи, но потом мы посмотрели вот на визуализации и решили, что как-то со шторами, наверное, будет и поуютней, наверное, это просто даже практичнее, потому что жалюзи тяжелые достаточно, их надо открывать, их надо закрывать, их нужно протирать от пыли, и мы решили от этой идеи отказаться. Также мне не понравилась вот эта история с ребристой зеленой темной стеной. Вообще как-то, во-первых, просто темно по цвету, потом вот эта ребристая фактура как бы не зашла нам. И мы решили эту стену не делать какой-то декоративной, сделать ее обычной и украсить ее каким-то предметом искусства, там, картиной, и бра Мне повесить. кажется, в этой части комнаты особенно изменений больше никаких не было, ну, кроме вот Ну, мы еще лампы обеденной зоны. поменяли, Ну, коврик, потому стол, что лампы, это да. уже одно другое притянуло. Из важных крупных изменений стулья. Вот эти деревянные стулья, мы подумали, что мы как бы, ну, хотели немного хрома добавить, как я уже говорила, и получилось у нас довольно мало хромированных деталей. Мы подумали, что вот стулья классно впишутся, и плюс мы еще эти деревянные стулья съездили, посмотрели, и нам они не очень понравились в жизни, и мы решили их заменить. А мне кажется, если мне память не изменяет, главная причина, почему мы вообще решили отказаться М. от деревянных стульев, потому что мы просто посмотрели на визуализацию. То есть вот на этой визуализации как будто вот этот угол, стол и стулья смотрится Слишком как-то уже темно, да, даже, как-то? да, я бы даже не сказал, что темно, а просто, ну, некрасиво, не знаю, вот он не М, играет просто на фоне всего остального интерьера, выглядит скучным и каким-то мгм. Ну неинтересным. да, визуализация, кстати, очень классная вещь. Она действительно помогает понять, как будет смотреться то или иное решение. Мы некоторые предметы, которые можно было увидеть в жизни, мы ездили в салоны и смотрели там стулья, какие-то светильники, и сразу меняли то, что нам не нравилось по какой-то причине или там по цене не подходило. То есть лучше, наверное, это сделать заранее, чтобы визуализация там уже полное вам представление давала, Да. чем вы потом будете Тут менять. еще я вижу, у нас на стене телевизор висит, вот этот, который похож на картину. Может быть, имеет смысл сказать, что это на самом деле телевизор. Вот над голубой полкой у нас Ну есть да, идея повесить телевизор, который будет напоминать собой картину. называется он Samsung Frame. А, Он такой какой-то, у него матовый экран, да, или в чем? Ну, во-первых, он тонкий, и у Мгм. него такой матовый экран, то есть если поставить какую-то картинку на заставку, то это правда выглядит как вот интерьерная какая-то картина. Вот мы такой более минималистичный светильник выбрали, тоже с хромированными деталями. Заменили стулья. Мне кажется, ковер еще добавили на этом. Заменили. Там был ковер, но такой вот он Да. перекликался со светильником. Ну, так мне нравится гораздо больше. Кстати, мы обивку еще поменяли на диване. Тут она была такая более темная и в первом варианте и антивандальная для собаки. Но поскольку наша собака не вандал, а очень воспитанная, мы решили взять просто обычную обивку, которая нам нравилась. Она такая чуть-чуть букле, и более такой теплый зеленый цвет у нее. Мне кажется, еще здесь появился цветок какой-то в углу вместо этой стены, да, зеленый. Да, я думаю, какая-то зелень там будет хорошо смотреться. Дальше пойдем в спальню. Вот так выглядел концепт.
Наверное, про концепт тут особенно нечего рассказать. Видно и так на картинках, из чего он был собран. Давай, наверное, покажем, что получилось уже в готовом Можно, виде. наверное, показать, что вот такой шпон мы хотим использовать. Это, по-моему, шпон Альпи. У них есть классные, интересные шпоны. Что у нас было в спальне? В спальне, кстати, у нас, по-моему, меньше всего было правок. Единственное, что мы поправили здесь, это зеркало, поскольку я работаю как стилист и фоткаю образы в зеркало. Мне важно, чтобы зеркало большое было, желательно без рамы, то есть это было такое мое пожелание. И еще нам хотелось более легкую конструкцию кровати. Нам показалось, что вот широкое слишком у нее основание. Ну, с одной стороны, более легкую, с другой стороны, функциональную, потому что вообще изначально вот конструкция этой кровати была продиктована нашим требованием. Мы сказали, что мы хотим, чтобы под кроватью было место для хранения, потому что в целом не представляет труда сделать такую парящую кровать с тонкой рамой, да, и сделать в этой кровати ноги, которые будут под кроватью спрятаны. Но мы как раз хотели, чтобы у нас была возможность под кровать еще что-то как бы убирать, какие-то чемоданы, может быть, или постельное белье, то есть чтобы матрас был поднимающийся. Поэтому дизайнер предложила вот такое компромиссное решение. Она, получается, деревянную часть рамы на кровати она сделала в 2 раза уже, а нижнюю часть этой рамы она заменила на зеркало. Вот, по-моему, получилось необычно. Во всяком случае, такого мы до этого нигде не видели, нам понравилось. Ну да, за счет этого зеркала получается, как будто бы кровать парит в воздухе, такой эффект. Еще мы один светильник убрали над кроватью, просто потому что нам достаточно будет света от точечных светильников и одного на потолочного. Вот. А так никаких других правок здесь не было. Мы немножко вот так еще утопили дверь и сделали такую полку дополнительную в шкафу. Там, наверное, можешь какой-то чемодан хранить или вещи, которыми ты не часто пользуешься. Мне кажется, это довольно удобно. Кстати, нас дизайнер очень отговаривала от углового шкафа, да, Да, что почему-то. типа это как-то уже некрасиво, не модно, но я очень сильно уперлась, потому что мне нужно где-то хранить свои вещи. Вот, и в итоге она предложила вот такое решение сделать как бы 2 цвета, то есть это как бы выглядит как будто бы 2 элемента, да, отдельных 2 шкафа. Так, ну надеемся, что вы еще не заскучали. У нас осталось буквально 2 комнаты. Значит, ванная первая. Вот так выглядела концепция. И, возможно, кстати, мы на концепции не очень внимательно посмотрели и как-то не донесли свои хотелки, потому что ванная оказалась той комнатой, где было Да, просто больше всего сейчас, правок. сейчас просто оглядываясь назад, вот я смотрю на эту концепцию и понимаю, что мне концепция вообще не нравится. То есть это совсем не то, что мы хотели Да, но изначально. дизайнер реально все делал по концепции, на, Да, на да. самом деле. То есть Поэтому, тут никаких поэтому претензий. как бы мы одобрили концепцию, которая нам была не близка, и в итоге получили ванну, которая нам не понравилась. В любом случае у вас всегда есть несколько правок бесплатных внутри проекта, которыми мы воспользовались, и в итоге пришли к результату, который нам понравился. Вот так выглядел первый вариант. Ну, во-первых, что для меня как бы было, что мне не понравилось, это в целом цвета, то, что много, наверное, слишком бордового, много таких темных тонов. Мое впечатление общее такое, что как будто бы не хватает тепла. Ощущение такое, что ты в какой-то отель приехал, и вот эта ванна в Мгм. номере отеля такая. Да, и в целом вот это решение такое вот, особенно если вот смотреть на эту зону умывальника, как будто бы нету в нем какой-то новизны, живости, что ли. И поэтому нам захотелось тут много чего поменять. В общем, мы дизайнеру объяснили, что мы хотим, прислали новые референсы. Да, вот здесь можем посмотреть, как они выглядят. Кстати, эти референсы, вот, на которые мы сейчас смотрим, как видите, то есть они все яркие, они все интересные по-своему, но в них нет какой-то общей идеи. Ну, стилистически они, может быть, разные, но все-таки Да. общие идеи я бы здесь выделила. Опять же, вот хром, Ну, не идея, опять да, же, правильно. декоративный шпон, какие-то такие Идея общая есть, нет общего стиля. м, камень, да, опять же, там какой-то такой цветной. И вот что вот в итоге у нас получилось. То есть тоже, на самом деле, не буйство цвета, но гораздо ближе нам. Ну, я думаю, что надо понимать еще, что визуализация, несмотря на то, что она дает какое-то представление, все-таки в реальном интерьере все будет смотреться немножко иначе, ярче и живее. Да. Ну и я думаю, что дизайнер в том числе пыталась адаптировать как бы наши
желание под уже существующий Концепцию, интерьер, идею. интерьер Мгм. всей квартиры, поэтому тут сделать что-то, ну, из ряда вон, как бы выходящее Полярное, внутри разное, нашей да. квартиры, да, было невозможно. Да, мне очень вообще нравится эта тумба, вот эти ручки такие необычные. В общем, я довольна в итоге тем, что Мне получилось. кажется, что получился такой интерьер немножко вне времени. Во всяком случае, мне хочется в это верить, что М. он будет актуален не один год, но Ну, не посмотрим. 1 год, я думаю, точно, но все-таки у нас с Денисом немного разные мнения на этот счет, потому что я считаю, что у нас много трендовых штучек в интерьере, которые вряд ли будут актуальны всегда. Допустим, тот же декоративный шпон, сейчас это такой, он на пике вообще своей популярности. Что будет через 5-10 лет, мы не знаем, скорее всего, придумают что-то новое, но главное, чтобы нам этот интерьер нравился через 5-10 лет. Кроме того, в ванной обратите внимание, что изменили плитку в душевой, сделали такой более яркой, более Мгм. акцентной, что ли. Да, 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 да. И шпон тоже здесь был просто коричневый, такой, я не знаю, что это. Ну, наверное, тоже дерево, но с таким более спокойным рисунком. Мы хотим взять корень, вот он тоже такой будет более фантазийный Да, при, узор. при этом финальной концепции у нас сейчас шкаф для стиральной машины и сушилки, он закрыт, Мгм. вот, но я думаю, что мы его сделаем все-таки открытым, потому что, как мне кажется, это не очень удобно, потому что стиральная машина, она всегда приоткрыта после стирки, вот, при этом даже если тебе нужно постирать, тебе нужно будет постоянно этот шкаф туда-сюда открывать, в общем, Ну, тут тоже у нас была заруба с Денисом, потому что что-то я хочу закрыть, но он вот своими этими аргументами про практичность меня как-то вроде бы добил. Ну, в общем, мы сошлись на том, что мы посмотрим в интерьере, если что, закроем как-нибудь, но базово, да, пока мы решили делать давайте в открытое. комменты, вы бы сделали открытый шкаф в ванной для стиралки и сушилки или закрыли Да, ну вот его? открытый, вот как здесь, получается, на старой визуализации, только уже шпон будет другой, да, а закрытый вот так, как тут Мне даже нарисовано. эстетически чисто нравится открытый шкаф больше, не говоря уже про... Ну, может быть, оно тогда получается не так чистенько, да, как-то более так живо, опять Да. же. Но меня что смущает, как девочку, я думаю, меня девчонки поймут, если какое-то, нужно что-то будет подснять или сфоткаться как-то в зеркало, например, то в зеркале будет отражаться тогда стиралка с сушилкой, и это уже как бы не камильфо. Хотя для жизни, может быть, не для Инстаграма, если то, да, может быть, Денис прав, и так удобно. И, значит, детская, тут у нас на самом деле было как будто бы меньше всего вообще каких-то требований, не знаю почему, возможно, потому что мы пока не думаем о детях, и это все кажется какой-то такой далекой перспективой. Но anyway, Бабушка, привет. разочаровываем бабушку. В общем, здесь вы видите концепцию, и вот что получилось первый раз. Мне показалось, что немножко как в больнице, типа все какое-то очень белое, опять же, такое. И кровать еще нам не очень понравилась, вот с такими вот деталями. Хотя, мне кажется, кстати, в концепции тоже, да, была такая. Мы, опять же, тогда это как-то не обратили внимания. И в итоге мы просили добавить цвета, может быть, в мебели, и делать шкаф, и получился вот такой вариант. На мой взгляд, стало немножко повеселее. И мы закрыли, кстати говоря, нижние полки в шкафу. Кровать, мне кажется, выглядит чуть менее детской, что ли. Мгм. Ну и вообще меньше на себя внимания притягивает. Это Да, более хорошо. Да, я минималистичная. не могу сказать, кстати, даже, что мне вот существующая кровать нравится, но, наверное, с учетом того, что это такая, как бы детский уголок, наверное, можно с этим согласиться. Но я бы даже и кровать как бы переделал, может быть, еще в будущем. Вот. Плюс тут лампа, кстати, тоже, мне кажется, над кровать, вот эта бра настенная изменилась. Шкаф-шпон появился над этим, да, над Мгм. столом. Кажется, что это все, что мы хотели сегодня показать. Будем рады вашим реакциям, мнениям, желательно цензурным в комментариях. Ам, И хочется сказать еще, что вообще мы не жалеем нисколько, что мы воспользовались услугами дизайнера. Это действительно очень
такая нужная и полезная работа была проделана. Привет Нине, нашему дизайнеру, если Да. она будет нас смотреть. Если, кстати, кому-то нужна рекомендация, можем поделиться контактом, пишите. Вот. Нина очень терпелива была, прислушивалась ко всем к нашим желаниям, старалась всегда придумать решения, которые будут и функциональные, и будут нас там с визуальной точки зрения удовлетворять. Поэтому оцениваем нашу работу как успешную и уже с нетерпением ждем, как это все будет выглядеть В в реальной жизни. результате вы получаете вот такой дизайн-проект. Это такая, как, ну, не знаю, вот Мгм. как книжка, да, где, во-первых, распечатаны все те дизайн-решения, на которые мы только что с вами посмотрели. Плюс здесь есть набор чертежей, которые уже строители используют непосредственно для ремонта квартиры. То есть тут нарисовано, как переносить стены, как должна быть размещена электрика, как должна размещена быть сантехника. Плюс предварительные чертежи на мебель, которые мебельщики будут использовать как для основу для Своих ну, проектов. своего уже проектирования. Какие тут еще есть? Так, Кстати, смотрите. еще забыл упомянуть, что помимо вот основной части вот этого проекта есть еще спецификация, в которой собраны элементы интерьера, то есть там ссылки на стулья, на зеркала, там на какое-то освещение, то есть все это расписано, и вы просто знаете, куда идти и где это покупать. Вот так. Сколько стоила работа дизайнера? В нашем случае это получилось $35 за квадратный метр, то есть общая стоимость что-то порядка $2000, но она, как бы эта стоимость зависит. В нашем случае мы брали концепции, чертежи и визуализации. Визуализация — это как бы существенная часть. Если я не ошибаюсь, то при покупке пакета, в котором у вас есть только чертежи и что еще? И концепции, то есть без Мгм. визуализаций, это будет стоить, по-моему, $25 за квадратный метр. Ну, во всяком случае, Ну в да, нашем это конкретном стоило примере. столько на момент, когда мы начинали. Можно Да. сказать, что мы уже год практически работаем над проектом, поэтому ну и цены варьируются от бюро к бюро, там, и либо вы работаете с индивидуальным дизайнером. В общем, все это очень индивидуально. Заплатили бы ли вы $35 за квадратный метр, чтобы получить свой дизайн-проект? Что скажете? Или дизайнили бы сами. Да, и еще один момент. Если вдруг наше видео оказалось для вас каким-то образом полезным или где-то интересным, поставьте, пожалуйста, палец вверх. Мы будем благодарны от всего сердца. Спасибо. На этом у нас все. Надеемся, что следующее видео мы уже будем записывать из нашей квартиры при приемке. Да, до скорых встреч. Пока. Всем пока!